Здравствуйте, друзья! У меня скопилось много лоскутов, и сегодня я буду их утилизировать. У меня есть ткань, твид называется, и я сейчас буду делать заготовку на сумку шопер. Сначала я нарисовала вот такую картинку незамысловатую, и теперь буду переносить ее на ткань основную. Лоскуты я подобрала разных расцветок, с цветочками. Ткани у меня в основном хлопчатобумажные, но могут быть ткани любого качества. А теперь надо определиться, какие цветочки у нас будут и где располагаться, из каких тканей. И я взяла вот в основном такие ткани с природным рисунком. Очень хорошо сюда подойдут. Вот из этого лоскута, например, можно выкроить любой рисунок, и все нам подойдет. И по размеру, и по фактуре. И вот остальные ткани тоже у меня с растительным рисунком. Тоже очень хорошо и мило будут смотреться в нашем шопере. А из лоскута с анютиными глазками я просто их вырезаю, и все. Они уже готовы. Вот так я примерно раскладываю свои вырезанные цветочки, листочки. И буду сейчас вот строчить стебелечки к ним. А как строчить, сейчас покажу. А сначала я определюсь, где у меня будут стебелечки, нарисую их мелом. И вот так у меня примерно они будут выглядеть, эти картинки, листочки. Я беру 4 нитки зеленого цвета разных оттенков и накручиваю на шпульку. Вы, конечно же, догадались, что это будут стебелечки, этими нитками прошиты. Прошиваю я по лицу зигзагом. Вы не поверите, но я протолкнула в углу эти 4 нитки. И теперь прошиваю этой ниткой, этими нитками, вернее, стебелечки наших растений, чтобы они были потолще и повиднее. Прошиваю, как мне удобно, то сверху вниз, то снизу вверх. Кручу-верчу. В конце строчки делаю закрепки, где надо. Снимать и шить одновременно не очень удобно. Цветочки и листочки у меня пока приколотые иголочками. Вот я прошила все стебелечки, а теперь буду прошивать лепесточки и цветочки и листики. Опять определяюсь, где будут находиться листочки, какие листочки. Буду прошивать я прямой строчкой все эти детали. Вот эти цветочки я просто прошила тоже прямой строчкой. 3 строчки сделала, или даже 2. Закрепила как бы их крест-накрест, и все. А листочки прошиваю, несколько строчек буквально делаю тоже, и достаточно. Пусть они махрятся потом, как хотят. Так я решила. Вот так я пришила листочки и цветочки. Сделала коротенькие стебелечки. Вернее, веточки, как бы веточки на стебелечках. Разные же растения бывают. Оттенки взяла голубые, розовые, лиловые такие, чтобы сочетались немного. Хотя в природе может быть у меня вот такой лоскуточек лежал. И вот он мне пригодился. Я буквально кончик обрезала, и все. И вот вам колокольчик какой-то. Вот сейчас сюда определю какой-то цветочек. Здесь можно дать волю фантазии. Куда что хотите, туда пришивайте. Мне кажется, вот низ у меня пустоват все-таки. Но я и оставила так, в таком виде. Подскажите, может быть, мне туда что-то добавить надо, еще зеленушку какую-то. Вот такая бабочка у меня на ткани была. А почему бы мне ее не пришить? Конечно, пришью. Я ее выкроила и пришила. Вот такая картинка у меня в итоге получилась. Посмотрите, оцените, подскажите, что не хватает, что лишнее. Жду ваших комментариев. Из этой заготовки я сшила сумочку шопер. Шопер всегда пригодится. Летом, само собой, вот такой симпатичный, с природным рисунком шопер.
Как шить шопер я не буду показывать. У меня есть видео, несколько видео по пошиву шоперов. Я вам ссылочки прикреплю в описании под видео. Кому интересно, проходите, смотрите. Спасибо, что досмотрели до конца. Вернее, не до конца. Я хочу сейчас вставить видео с деревенской природой, которое обещала в предыдущем видео. Мне писали там комментарии, не обязательно нам природу смотреть. В общем, кто хочет, посмотрите. А кто не хочет, можете отключиться и не смотреть. Но буду от вас ждать комментарии, лайки и подписки. Ну как же не снять такую красоту? Посмотрите, мышиный горошек, какая красота. Вот поносился по краю поля он здесь. Такой цвет красивый. А какая сочная зелень. Это еще дождей не было. В реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Ты как облака, ты так далека. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А там рыбак вон. На лодке. А вон мама. Вон какой-то необычный цветок, что-то такое. Зубовка, на которой мы купались когда-то. Здесь даже кувшинки есть желтые. Муж встретил знакомого здесь на лодке. Разговаривает. Какие миленькие цветочки. Мелкие-мелкие. Кувшинки. Его вот сюда, его уже не видно. Сама в кофте, а мне снять велела. На солнце покажи, на солнце. Пока в длину. Птица мне. Мне надо хата, чтобы...
Потом залезешь? Потом я не буду. Опа. Коля кобра. Ну и все чудо. Нет, это не дятел, Валь. А видишь, ну, какие эти? Похож как Клювики. дятел. Клювики какие. Ты глянь, не боится.